Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую уважаемых наших зрителей. Ну что, у нас очень интересный, насыщенный сегодняшний разговор, потому что такие две магистральные темы. Друзья, обязательно обсудим все, что происходит в Анкаре. Это прям такой must-have, как говорят любители всяких англицизмов и выражений. Обязательно, потому что то, что заявлял Зеленский, там есть очень интересные подробности, которые мало кто увидел. Все же как видят, да? Ну, типа, дай, вот все. Но стилистика написания Литвином его речи, которой как бы быть не должно, но пока Трамп встречался с Эрдоганом, его, в общем-то, караул встречал, да, вот это он вышел там перед каким-то залом, перед делегатами выступил, его там стоя встречали, аплодировали, пафосную музыку включали, но суть речи была такая, достаточно тревожная с точки зрения всей потужности Зеленского. Мы к этому перейдем обязательно. Но начнем сегодняшний разговор прям такого обухом по голове удара вообще режима Зеленского. Значит, сообщили, что убита, собственно, дама, которая совершала покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако, причем убита под Киевом. Нашли людей, которые это сделали. Один действующий сотрудник ГУР, другой бывший СБУшник. У товарища при погонах нашли подвал, где людей пытали, держали и пытали для того, чтобы, так сказать, сговорчивые были. В общем, родину защищал и, наверное, вот эти секретные данные из людей выбивал. В общем, обо всем по порядку. Два слова скажу, что подпишитесь на Мосейчука в Телеграме и на YouTube. Если какие-то вопросы не успеем в конце осветить, он с удовольствием берет эти вопросы. Игорь Владимирович имеется в виду, берет эти вопросы и, собственно, отвечает на них в своей рубрике «Ответы на вопросы». Ну и, конечно же, да, в чате трансляции, в сообществе YouTube, в клубе зрителей. Милости прошу, дорогие друзья. Прям очень интересно будет пообщаться именно с вами сегодня. Опрос сегодняшнего эфира исключительно по этой теме. В конце подведем итоги. Кто стоит за ликвидацией покушавшейся на жизнь Ермолаева? Варианты ответов. Это организаторы, они заметали следы. Второй вариант. Это месть со стороны Ермолаева. То есть силы, люди, которые, в общем-то, отомстили. Дальше. Это спецслужбы некой третьей страны. Многие не понимают этот вариант ответа. Я вижу в комментариях, люди пишут, какой третьей страны. Смотрите, тут очень интересно все. Интерпол и для французской полиции, да, для Монако, елки-палки, это прям дело чести. И они, это не испанцы, которые там ищут, и то как-то там находят, но очень тихо и без подробностей, там, например, убийцу портного или какие-то покушавшихся там на Шария, убийцу Кузьминова, да, вот это, там русский след как-то списали. Это прям серьезный удар по репутации, этот подрыв. Поэтому, собственно, тут есть какая-то понятная сторона, и есть другая сторона, вполне возможно, не украинская, понятно, не российская, а вот которая вот это все вот так заметает следы. Очень интересный такой детектив получается, если вы за него голосуете. Ну и такой традиционный вариант — рука Кремля. Все рука Кремля, не иначе. Шпиль посмотреть, новичок, вот это вот все. То есть это рука Кремля. Смотрите, там вот след Кремля. 4 варианта. Голосуйте. Игорь Владимирович, как вам кажется, что это было за убийство? Кто за ним стоит? Мне не кажется, я четко понимаю, что это организаторы, что это организаторы боялись за себя, боялись, что выйдут на заказчиков, на тех, кто отдал команду, и они зачистили. Месть Ермолаева я этот самый отбрасываю. Во-первых, он Вообще в сознании? только пришел в сознание, его вернули. Его спутница пребывает до сих пор в искусственной коме, состояние ее держит. Ее жизнь до сих пор под большой угрозой, и врачи больше дают, так сказать, минусов, чем плюсов. Знаете, между небом и землей. И тут явно не до
месте. Да, конечно, у Ермолаева есть и друзья, и партнеры, которые сами не промах и тому подобное. Я общаюсь с некоторыми из них и скажу, они сами в недоумении от многих перипетий этих всех событий. И поэтому, ну, будем говорить так, я четко выбираю первый предложенный вами вариант ответа. Это организаторы. Будем говорить так, организаторы и заказчики. Потому что надо понимать четко, что имена организаторов, если не официально, то неофициально мы уже знаем. А имена заказчиков мы только понимаем. Ну, то есть понимаем в общем. А конкретики нету, и я думаю, буду делать все, чтобы мы, ну, конкретику, по крайней мере, официально не узнали. Тогда смотрите, по поводу конкретики, кто за этим стоит, ну, понятно, что если есть разведчики, действующие ГУР, понятно, ну, там сразу сказали, не-не-не, это он сам там в криминал вляпался. Да, я когда это услышал, Александр, это, понимаете, это какая-то, ну, просто реально феерия вообще всего, что только может быть. Это, ну, я даже специально сейчас вот хочу процитировать. Діючий співробітник ГУР Міністерства оборони України повідомив про вбивство громадянки Березовської А, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. Причому останній повідомив про контакти з Березовською, перерахування її коштів та будь-які інші свої дії. Він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд. Эта фраза как раз и говорит о том, що всім все було відомо, і що сліди заказа на устранение Вадима Ермолаева ведут на улицу Банкову в городе Киеве. Ну, а к заказчикам вернемся. Давайте разберемся вообще, что же произошло. Нет, давайте так, смотрите, товарищи, голосуйте. Это важно. В конце мы подведем итоги. Понятно, что здесь пока все в одну калитку. Ну, опять, да, вот, давайте вот, что произошло, сейчас вы расскажете. Просто здесь очень важный нюанс. Если вы считаете, что это организаторы убрали, то это свидетельство, ну, полного краха спецслужб Украины. Полного. Когда ты из человека, да, понятно, которая там не за все деньги мира, там называют 150 тысяч долларов, я тоже видел официально эти сообщения. Но это же, ну, на самом деле это немного для такой операции, где там, и этой заказчице там что-то оно перепало, они там изготовляли это. Смотрите, тут вопрос в чем? Вопрос в том, что одно дело, когда ты сливаешь какого-то человека, кому там по телеграмму, по ушам наездил на территории противника типа Российской Федерации, да, и вот этот человек там что-то закладывает, чего-то взрывает, и его потом находят, и он говорит, ой, я там сотрудничал, и как бы все, ищи ветра в поле. А здесь вроде как этот заказчик должен же какие-то гарантии дать этому человеку, который пошел на мокруху, причем на такую, и плюс такой резонанс, как-то укрыть, спрятать, ну, в общем, помочь уйти, а не убирать самому. Это означает, что у нас спецслужбы превратились в бандитов, хотя бандитские методы, ну, понятное дело, никто, в общем, нет в белых перчатках никого, никто не исключал. Правильно. Зачем везти в Киев, устранять, если это, что ж такое, как, что? Значит, Александр, информации, которой пока нету нигде. Через 10-15 минут часов после покушения на Вадима Ермолаева и членов его семьи, данная женщина была задержана французской полицией. И дала весь полный расклад. Назвала этих людей, назвала все. Ее оставили.
чтобы как-то на них выйти, начать игру и так далее. Они это дело поняли, она им, я так понимаю, в этом созналась, ну, что ей пришлось расколоться. Они приехали, ее забрали, ввезли в Украину, казнили, потому что иначе это назвать нельзя, с расстрелом в затылок. И задержали, получается, вот этих людей, которые с ней контактировали. Ну, это они сделали, они это сделали. А потом те, кто стоял за всей большой игрой, естественно, взяли, схлопнули и сказали: ребята, что мы получаем в оконцовке? Исполнительницы нету, передавать в княжество Монако во Францию некого. Эти двое выданы быть не могут, потому что совершили более тяжкое преступление на территории Украины. Суд по ним может идти 10-20 лет, мы с вами знаем, как это бывает. Или где-то снаряд может прилететь и еще на 2 меньше, ну, станет. И так далее. Фактически пытаются отрезать все. И вот говорят, заговорил, дает показания. И еще с утра мне сообщили, что один из них сотрудничает точно со следствием. У меня вопрос. Так а что происходит? Тут в одном месте звоню, говорят, 5 версий заказчика. В другом 3 версии заказчика. 10-то нету. Версия одна. Действующие сотрудники спецслужб. И вот этим предложением, которое я цитировал тут в эфире, четко указали как раз на то, что власть есть заказчиком данного преступления. Почему и как оно может возникнуть? Я отбрасываю все версии, которые выдвигались там по поводу того, что Ермолаев финансировал Залужного. Ну, например. Почему отбрасываю? Потому что, по крайней мере, его партнеры сообщили мне, что это бред, и этого не было. Они бы это, ну, как бы знали. Второе, что он планировал выступать в каком-то еврооргане с выкрытиями, ну, о коррупции. Тоже говорят бред, потому что политконсультанты, которые консультируют эту группу, ну, Ермолаева и партнеров, ну, сном, духом об этом, ну, как бы не знают. Основная моя версия, она рассматривается тоже, и многие о ней говорят, основная моя версия следующая. Артур Ермолаев, сын Вадима Ермолаева, не без участия отца, потому что по-другому быть не могло, был организатором и руководителем крупнейшей сети колл-центров в Украине. Больше 150. Плюс к этому мойки денег, плюс к этому вывод денег через банк с Украины. И это все делалось в комплексе, такой комплекс услуг практически единицы центров оказывает. Такое количество колл-центров жульнических и тому подобное, такого уровня вот организации платили наверх, на самый верх, то есть в офис президента, не меньше 15 миллионов долларов в месяц. Это не один, это 150 колл-центров, плюс мойка, плюс вывод, услуги, конвертация, ну, то есть все-все-все. Значит, как известно, Артур Емельянов был задержан на Кипре, экстрадирован в Эстонию, где пошел на сделку со следствием, признал вину, выплатил 8,5 миллионов евро компенсации, фактически чуть ли почти в 2 раза больше, чем ему предъявляли убытки, ну, жители Эстонии, и выехал.
Дело в том, что даже у нас в законодательстве, не говоря о европейском, сделка со следствием предвидит то, что ты не есть организатором. Ты должен дать показания на того, кто сверху. То есть на того, кто крыша, политическая крыша, еще какая-то и так далее, и так далее. Как вы думаете, она успела все рассказать? Ну, опять-таки, тут же очень важно. То, как это все происходило, да, это все было как-то в попыхах, это прям видно было. То есть там прикопали. Я так вроде как пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки, да, о том, что как бы обнаружили после обстрела. Ну, давайте честно. Вот эти места обстрелов, ужасных трагедий, нередко такое случается, что находятся люди, которые там вообще не живут, которые там несколько дней пропали. То есть вот подготовиться не успели. Я читал эту версию сегодня у нескольких блогеров, будем говорить так. И я скажу, да, этот факт имеет место. Более того, я думаю, мы поговорим о обстрелах тоже, сейчас закончим с этой темой, потому что там есть тоже очень и очень интересные вещи, которые уже просто нельзя замалчивать. Вот. Ну, если вот заканчивать, я скажу так. У меня существует по состоянию было две версии до начала эфира. Ну, как вы видели, Александр, я буквально в последние минуты уже получал сообщение, тоже это самое. И одна из версий рассыпалась. Основная версия. Заказчик сидит на Банковой, заказчик тот, кто курировал на самом верху. Мне могут спросить, это первый или не первый, это Владимир Зеленский или не Владимир Зеленский. Но если это не Владимир Зеленский, то это его контрега. Хорошо, а какие последствия этого? Смотрите, все будет зависеть от развития событий дальше. Ну, никто не... Учитывая, что она давала показания во Франции, вот это обрубание таким образом, хвостов, ничего не даст. Ну, ни один же вменяемый человек не поверит, что два сотрудника, даже один бывший, один даже действующий, взяли какую-то бабу, приволокли в княжество Монако, где такая безопасность, с бомбой с шариков и гвоздей сложенных. И она и она установила, исполнила, а им это бзик пришел. Ну, грубо говоря, в голову. На Нет. властный розсуд. Да, надо назвать было, надо будет власти назвать какого-то заказчика. Вариантов несколько. Либо кого-то попытаются списать под это, такого, что дальше говорить не будет. Либо кого-то, кто попытаются грохнуть, и на него списать. Это уже в правилах, как мы видим. Если стреляют в голову исполнителям, почему нельзя кого-то грохнуть под то, чтобы заказчиком, организовать. Либо скажут, что, например, бывший партнер власти, да и нынешний, потому что одни говорят бывший, вторые действующий, не хочу даже разбрасывать, например, это Егор Буркин с Мексики без согласования с Банковой. Химпром, понятно. Они такие беспредельщики, бандиты, на властный розсуд, понимаете? Вот, на властный розсуд. Так это, подождите, а суть в чем? В чем суть? Платить не хотел. Смотрите, во-первых, прекратил платить. Во-вторых, сделка со следствием в Эстонии. Это надо в эстонских правоохранителей. Я, кстати, хочу попросить журналистов, которые там работают, попытаться выяснить, в чем суть сделки. В этом самом, в эстонском суде.
Кого назвал? Ну, он кого-то назвал, он не мог выйти. В украинском суде для проформы назвать кого-то надо, а это о европейском, ну, суде идет разговор. Значит, тут вопрос сейчас в другом. Я с сегодняшнего утра уже слышал массу версий, которые ложатся в политический расклад. Ага, Иващенко, нынешний глава ГУР, Ермаковский. Это они так... А Реут был близок к руководству, к группам обменов, ну, то есть... Буданова. При Буданове. Реут – это тот человек, который задержан, сотрудник этого самого. Ну, который стрелял, да. Который стрелял. А он имел отношение к подразделению «Артан». А там Тракалюк. А там истории тоже расстрелов, убийств, выездов на Европу определенных групп. Люди с мешками на голове, ну, которые в лес возились. И так далее, и так далее. Все правда, все было, все есть, и все можно было бы списать, кроме одного. Без четкого сопровождения спецслужб в Монако реализовать подобное не могли. А плюс потом забрать человека, основного подозреваемого в теракте, вернуть в страну, пристрелить, а потом сдаться. Ну, это в дурдоме только в такое кто-то может поверить, что это происходило без согласования на самом верху. И сейчас все в напряжении. Там было пару задений еще разных криминальных, ну, Украина живет сейчас криминалом из-за войны, из-за всего, криминальных историй. Я там списывался с высокопоставленными правоохранителями, они говорят, это сейчас все не актуально. Весь взгляд на Монако. Ну, вот в ГУРе, собственно говоря, тут вот эту вот версию о ее задержании, о том, что потом эти два ее доставили в Украину, потом ликвидировали и сразу же были задержаны. Нам сейчас будут, конечно, продавать, что их вычислили, что это вот... Возможно, и вычислили. Но дальше произошла история очень интересная. Как мне сказал один тоже высокопоставленный офицер правоохранительной системы, дурно пахнет. Дурно пахнет. Значит, задерживала их Нацпол, а допросы, следственные действия ведет СБУ и ДБР. Вот. И тут как раз как-то не кстати оно все, видите. Саммит НАТО, обстрелы, как-то вот вроде как и привечают Зеленского, но как-то так немножко сторонятся. Но это мы посмотрим еще по второму дню. Ну, по сути, по первому дню, я же помню эти, и вы знаете, эти все публикации видели. Сейчас Украине как помогут, 70 миллиардов выпишут на конца этого года, а еще 70 на следующий год. А тут все как-то говорят, да нет, не хотим мы, да, но мы как-то не очень не очень за, мы, в общем, против, давайте не будем, отдельные страны. Очень период такой, очень не, ну как, ну такое ощущение, что это прям вот прям под это и делалось, понимаете, потому что таких совпадений не бывает. И поэтому, наверное, так спешили и быстро-быстро концы в воду пытались засунуть, потому что руководство непосредственно наверху. Потому что был Интерпол, была французская полиция, и потому что подобный теракт в Монако, первый в истории, это вызов мировому финансовому капиталу и договору международному. Никто ни у кого не стрелял в Монако. Было убийство одного русского бизнесмена. Это было там где-то десятилетия, да, назад, возможно, может, меньше чуть. Убийство. Просто убили и пытались сжечь тело, поджарить, как потом, ну, писали в прессе французской. Князь Монако принял решение.
всем русским 24 часа покинуть территорию Монако. Если не покинут, будем изымать имущество. И покинули, и вернулись через год, там и 2 месяца, ну, разрешили возвращаться и так далее. Тут было бы, ну, тут еще, ну, это же, ну, взрыв, это теракт, это все. И пока нету последствий, но они еще будут. И они обсуждаются во многих кругах. Поэтому вы абсолютно правы, что, Александр, спешили. Ну, реально спешили, потому что понимали, что это может бабахнуть прямо под нос. И сегодня ж держат, видите, ситуация уже выплыла. Вчера вечером уже обсуждалась в парламенте эта ситуация. Было известно об этом задержании, о том, что ее нашли мертвой. Вчера люди разговаривали даже в Вене тут, на эту тему. И вот сегодня мы получили такую ситуацию. Но я вам скажу, там же есть еще истории с обстрелами очень интересные. Я знаю, вы уже не раз о них говорили, но с вашего разрешения хочу сакцентировать внимание исключительно на 2 вещах. Ну, во-первых, трагедия в Вишневом, где был склад, это уже очевидно, ну, все прилетело туда. Заявление Зеленского, вы вспомните вечернее? Я ожидаю от СБУ и разведки. Ну, во-первых, причем разведка до территории Украины. Что ты от нее можешь ожидать? А во-вторых, и это ключевой момент, а что надо ожидать? Есть командующий логистикой сухопутных войск, который, ну, отвечает за размещение складов. Есть, в конце концов, главком, есть, в конце концов, министр обороны. Ну, то, что в жилищной зоне разместили такого уровня склад, это ж там не 2 снаряда было и не 10. Они рвали с 4 утра до 12 дня. Притом кассетные, притом с наконечниками к Абрамсам этими урановыми. Ну, то есть, там был весь набор, который только можно было, и который неизвестно зачем привезли под Киев. Никого арестованного, такое впечатление, что просто покрывают. И рядом был завод «Визар», который, естественно, полностью тоже уничтожен из-за взрыва складов. И врут по количеству погибших. Ну, Александр, врут. Но любой из зрителей может написать: смотрите, если я не прав, поправьте меня. Смотрите. Официальное сообщение. Снесено 5 улиц. Разрушено 200 жилых домов. И 7 человек погибших. 29 раненых. Ну, все спрятались. Вы издеваетесь? Все послушали Зеленского, он говорит, прячьтесь. Куда спрятались? Там некуда прятаться, понимаете, в Вишневом. Некуда там вот прятаться. Это я молчу, что военных не считают ни за что. Ну, потому что на складах было минимум 50 человек караула. Ну, и понятно, что среди них там мало кто уцелел после этого попадания. Рядом был завод «Визар», те шли работы, тоже люди были. Ничего нету, 7 человек. Второй момент. Все видели вот эту красивую картинку, которую, ну как красивую, для Зеленского красивую, для него это всегда красиво. Он любит на руины ходить, цветы возлагать. На Виноградаре, где пол подъезда рухнул. Очень интересный нюанс. Рядом, буквально рядом, возле этого дома, находился действующий детский садик и гаражный кооператив.
От гаражного кооператива осталась воронка. И от детского садика мало что осталось. Эту всю территорию, особенно детского садика, оцепила СБУ вчера с участием спецподразделения ГУРа. И никого туда не допускали. Местные жители говорят, что-то в подвалах хранилось. Я не могу утверждать, что, но местные жители говорят. Это Ну и раз. местные жители вряд ли знали, что. Да, но тут второй момент еще. Вчера все ракеты, кроме тех, которые задели жилые дома, ну, шахедовые ракеты, все достигли цели. Энергетика, сборка дронов, хранение чего-то, ну, военного, место пребывания 4 управлений ГУРа и так далее, так далее, так далее. И Петр Алексеевич со своими... Да, друзья, ну, бывает всякое, что-то у нас с интернетом случилось. Ну, прошу прощения, да, вылетела трансляция. Ну, в общем, кто-то сидит там на проводах, наверное, вот это вот все. Мы же о таких вещах с вами говорим. Да, давайте, на чем мы остановились, продолжим, потому что сейчас будем обсуждать вот этот саммит НАТО, там очень много заявлений, есть о чем поговорим. Вишневая спецура, да, вишневая спецура оцепила, что-то хранили в подвалах. Рабочего детского садика. Да. И это свидетельствует о том, что жилые микрорайоны наших украинских городов властью используются как прикрытие для хранения боеприпасов, для, ну, с военными целями, что категорически международным конвенциям перечит и так далее, и так далее. Но это все удалось проскочить, это все рассказали, что только в жилые дома попали вчера. И сегодня я увидел в Стамбуле, вот вы, Александр... Ой, в Анкаре. Да, в Анкаре я увидел Василия Голобородька. Да, да, сегодня, конечно, Василий. Вот вы говорили, что ему, что вчера писали, не дадут на саммите выступать, так на саммите он и не выступал. Он выступал на этом фестивале, я его назвал, оборонительных технологий. Камевояжер такой наш украинский, Вася Голобородько, купался в лучах славы. Вижу, аж молодеет на глазах от того, что ему аплодируют. Несколько лидеров стран там было, ну, таких, которые заинтересованы в торговле оружием, камевояжерство, будем говорить. Вот. Давайте, смотрите, давайте вот это вот сейчас очень важно. Там есть геополитический аспект, очень важный, который мы тоже обсудим. Но давайте с Зеленского о том, что он там заявил. Значит, опять тональность. Значит, у меня есть вопрос, говорит он, к этим делегатам. Вопрос, ну сразу как на стадионе, понимаете? Что будет правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности? Мы 29 тысяч уничтожаем в месяц, вот в июне уничтожили российских военных, показываем, нам это не нравится, мы не гордимся этим, мы показываем, какая она современная война. Мы, говорит Зеленский, не Путин, не ради удовольствия или геополитики воюем, мы защищаемся. И начался плач Ярославны о том, что система Патриот там такая хорошая, но, мол, Европе надо дешевую и много ПВО, ну, антибаллистики. А мы вот готовы, я призываю обратить партнеров на наше внимание, на наши наработки. Если честно, все, понятное дело, эти слова Зеленского трактуют традиционно. У нас, по-моему, разучились Зеленского трактовать иначе. Но я почему-то особенно на фоне
ну, вот этого письма Путину, помните? Указа про 9 мая. Вот здесь Зеленский, его речи, его спич пламенный, да, он нес такие нотки отчаяния, не находите? Я думаю, эта игра была Васи Голобородько. На самом деле роль камевояжера. Вы же видите, вы вот сами только что сказали. Придите, купите дешевое. Европе надо купить. А где купить? В Фейерпонте. А Фейерпонт это что? Это моя и с моим другом Тимуром Миндичем прокладка. Ну, Зеленского, то есть прокладка с Миндичем. Там этот фальшивый еврей Штиллерман, который рассказывает, что ядерную бомбу создаст. И вообще надо изменить конституцию, вернуть диктаторские полномочия президенту, что тут вы себе позволяете и так далее, и так далее. Значит, он торговец, он продавал сегодня. Вот завтра мы увидим Зеленского в роли великого нищего, великого Паниковского, который, как тот герой «Золотого теленка», будет бегать по всему саммиту и кричать: «Дай мульон, дай мульон, дай мульон». Мгм. Ну, он так и кричит, но Да, что? сегодня он продавал, завтра будет просить. Внимание, на фоне отсутствия возможности сбивать ракеты, ну, все же понимают, все видели, что произошло позавчера ночью. Плюс вышел Игнат, вышли советники и сказали: нам нечем сбивать, нечем. На фоне этого, что небо проиграно, он вечером выходит, говорит: судьба войны будет решаться в небе, когда десятки тысяч дронов полетят на Москву, миллиард деревьев облетят перед этим посажены. И тогда все решится. Приезжает и говорит: покупайте у нас ракеты. Мы ничего сбить не могли, но ракеты для ПВО покупайте у нас, дешевые. Ну, как это объяснить? Ну, Это смотрите, не объяснить. это, конечно, необъяснимо, но давайте как бы соизмеримо посмотрим на процессы. Задача у Зеленского выбить деньги на эту всю историю, на продолжение войны. Будет она выполнена или нет? Если так оглядеться по сторонам и посмотреть на другие страны. Значит, у Америки свои, ну, там, свои задачи. Они тоже хотят денег поиметь с членов НАТО. Трамп приехал рассерженный. Говорит, если бы Эрдоган не ты, такой сильный, мощный и, в общем, лидер Турции, я бы, если, потому что саммит в Турции, я бы вообще не поехал бы туда. И вообще обижен на этих натовцев. Это европейская часть НАТО, это вообще бог знает что. Мы там защищали их, защищали. Так во что они превратились? Это вообще уже не Европа. Энергетика и миграция. Вот что душит и разрывает Европейский Союз. А то И наши солдаты это должны защищать? бельгийцы постебались на футбольном поле. Понимаете? Вообще расстроенный. Зачем ему Зеленского показывать? Вы видели, что вчера говорили? Не показывайте Зеленского Трампу, он его раздражать будет. Он и так очень недовольный летит. Смех смехом. Завтрашний день будет очень показательным. Вот эти все заявления Трампа о том, что Зеленский и Путин близки к миру, это байка про куфайку, которую мы слушаем уже второй, да, по-моему, год. Во-первых, сейчас опять будут обкручивать Трампа, чтобы его перед осенью еще больше ушкварить, ну, Зеленский и его партнеры-глобалисты. А во-вторых, мы же видели по дню празднования 250-летия независимости США, мы с вами все прекрасно видели соотношение отношений между Трампом и Зеленским и Трампом и Путиным. Формальный звонок, как и большинства лидеров стран мира,
Зеленского, который там, ну, понятно, сказал, мы побеждаем, все, с праздником вас, Дональд Фредович. И почти полуторачасовой разговор с Путиным, это как бы две большие разницы, как говорят в нашей маме Одессе. Это раз, а второе. И самое примечательное. Звонок Зеленского происходил, естественно, по инициативе Банковой, а с Путиным Трамп разговаривал по инициативе собственной, по инициативе США. И это показатель. Трамп играет, мы не раз с вами, Александр, об этом говорили, что Трамп и Путин, Путин и Трамп играют в 4 руки. Это надо учитывать. Так сложилась ситуация. Знаете, как нам это может нравиться, не нравиться, но она уже сложилась так. С этим надо жить. Надо это понимать для того, чтобы максимально сохранить страну, максимально сохранить людей. Ну, на что Зеленскому наплевать, знаете, я скажу так. Сейчас уйду от этого разговора, но должен это сказать. Это что произошло? Решил Зеленский физически настаиваю на этом, уничтожить Киево-Печерскую лавру. Просто физически уничтожить. Я прошу на то, что я сейчас буду говорить, смотреть с двух сторон, с двух точек зрения. Начну с историко-архитектурной. На территории Лавры нельзя строить сейчас ничего. Ничего. Ни национальный пантеон, ни сарай, ни церковь, ничего. Особенно в том месте. Ну, один, ну, бюстик Мазепы. Ну, что вы прям как, ну, такой категоричный. Ну, а кому он мешает? Стоит себе Мазепа, все теперь мазепинцы. Еще раз, Александр, речь идет не о бюстике. Речь идет о строительстве национального пантеона. Все, кто голосовал за это, включая великого прихожанина Украинской православной церкви Юрия Бойко и же с ним, которые за это голосовали, они знали, что именно в Лавре Зеленский планирует это строить. То есть это с историко-архитектурной точки зрения уничтожение самой Лавры физически. Потому что это приведет к оползню пещер, это приведет к другим последствиям и так далее, и так далее. Я разговаривал с архитекторами, с людьми, которые сведущи в этом. Значит, это с одной точки зрения. Теперь давайте посмотрим с другой точки зрения. Во-первых, сам по себе идея национального пантеона неплохая. Но все пантеоны в мире, которые посещал я, Александр, и мы об этом с вами говорили, они направлены на примирение, на объединение, а не на разъединение, ну и так далее, и так далее. В данном случае вопросов к формированию пантеона очень и очень много. Но оставим пока это в стороне, мы к этому еще будем возвращаться не раз. Давайте поговорим о другом. На территории Киево-Печерской лавры, которая является третьим земным уделом Пресвятой Богородицы, есть захоронение светских людей. То есть не монахов, а светских людей. Они есть. Их немного. Они все осуществлены по инициативе или с разрешения монахов. То есть Киево-Печерского братства, то есть людей, которые совершают духовный подвиг на этой земле. Там ректора духовной академии есть, там есть наш князь Константин Иванович Островский, который сделал
ну, очень много при Речи Посполитой для защиты православия, отстаивания и так далее. Исключительно решение принималось братьей и исключительно за заслуги перед православием. А теперь давайте посмотрим на то, что Зеленский хочет в Лавре перезахоронить людей, которые не являются православными. Допустим, большинство, если мы берем там времена ОНУПА, это греко-католики. Андрей Мельник, Степан Бандера, другие – это униаты, как говорят православные. То есть отпевать же их, по идее, должен греко-католический священник, да, при перезахоронению. Где? На территории Лавры? Ну, понимаете, уже противостоять. Там есть люди других конфессий. Там есть люди, которые с Богом боролись. Богоборцы. И их предлагают перезахоронить в Лавре. То есть, ну, это с духовной точки зрения приведет до большого противостояния в обществе. Ну и третье. Мне кажется, что Владимир Александрович Зеленский решил выпустить джин антисемитизма с бутылки. Якусь породить современную Калиївщину или я не знаю даже что. Спровоцировать погромы. Ну, вот вдумайтесь, советский еврей Зеленский решил вот такое сделать святыней мирового православия. Уничтожить физически святыни. Ну, я думаю, что это может привести к страшным последствиям. Я понимаю, чем это все заканчивается в истории, поэтому я очень этого бы не хотел. И я публично обращаюсь ко всем деятелям культуры, религиозным деятелям, историкам, архитекторам. Не молчите. Вы же знаете, что я говорю истину, что я говорю правду, что это все угрожает. Я не против пантеона, я против уничтожения Киево-Печерской лавры как святыни украинского народа, как святыни православия, святыни Руси. Ну, нельзя этого допускать. Давайте остановим этого безумца. Мне пытались подкидывать информацию, Александр, что это инициатива Ирины Верещук, и она убедила Зеленского. Я говорю, вы что, Смотрите, издеваетесь? тут как бы такой момент. Самое это интересное, что... Ну вот давайте по-честному. Сейчас вот приходят новости о том, что вчера там очень долгий и хороший разговор был с Путиным у Трампа, и потом он сразу пообщался с Зеленским. В этом сам Трамп рассказывал сегодня. Интересное на самом деле вот это НАТО, имеется в виду саммит НАТО, очень интересный. Особенно вот эта вот история с тем, а я сейчас сниму санкции с Турции, понимаете, тоже это на самом деле, это вот такие есть вещи, которые, они вот все, и Трамп тоже все вот это ломает. Трамп тоже, вот он тоже такой... Он антисистемный президент, это правда. Да, и, но смотрите, в чем дело. Я сейчас, вот просто если предположить, сегодня выходит, то есть два таких аспекта я добавлю в нашу беседу, да, хочу, чтобы вы прокомментировали. Даже три. Давайте я очень коротко. Значит, момент номер один. Товарищ Нос, ну, Чернышов. Я понимаю. Теперь без браслета. Может спокойно прохаживаться по своему кладбищенскому замороженному строительству в династии. Кум, да, кум, без браслета. Кум Вовы кладбищенства, да. Он без браслета, его там загранпаспорта, правда, там не отдали, но, ну, понятно, все уже. Браслет сняли. Раз. Второй момент, крайне важный. Есть такой персонаж Борислав Береза. Он там долго говорил, что он типа в Украине, но он за границей. Это всем давно стало ясно, но тем не менее. Человек, который
ну вот воплощение был вот этого проекта «Антироссия». Ну вот воплощение. Потому что, ну, его там связывают с Порошенко и так далее. В своих эфирах он там призывал, там, ну, понятно, там, бить русню, вот это все как положено. То есть с идеологической как раз точки зрения, да, можно было закрывать глаза на него, потому что он там, эфиры проводил, YouTube-канал у него, все с такими же, да, и вот это все вот, да, в этом духе. Но он как бы подгаживал, он критиковал сильно Зеленского лично и всю систему. Сегодня попадает под санкции. Это нам говорит о Зеленском многое, понимаете? Что даже вот такие, то есть и идеология не спасла, и ничего не спасло, то есть вот с кем мы имеем дело. То есть Чернышов, да, вот это, и Буданов, который сегодня много интересного рассказывал, там разошлось его интервью о том, как через 10 лет, конечно, найдутся поколения, там мы там будем говорить с Россией, такой весь адекватный, но, говорит, Крым мы заберем обязательно, говорит, что военным путем, говорит о том, что, ну, много там чего рассказывал, и говорит, поляки, ну, вы, конечно, не обижайтесь, ну, мы тут, смотрите, с кем мы воюем. Вы нас не прыгайте, мы вас там шапками закидаем. А конфликт будет еще с Польшей дальше. Буданов, глава офиса сегодняшнего Зеленского, это тоже много о чем говорит, и о Зеленском в том числе. То есть у нас складывается очень тяжелый портрет вот этого просроченного лидера. Ну, давайте по порядку. Чернышов. Ну, нельзя кума, подельника и практически чуть ли не сожителя по династии бросать на растерзание. Ну, Ну, то есть женщину, которая поехала выполнять поручение взрывать бизнесмена, 4 пули в затылок, а Чернышов сняли браслет. Нормальный расклад. это нормально. Для Вовы Кладбищенского это нормально. Для ОПГ династия это нормально. Далее, тут еще один важный момент. Видите, его не откусали полностью. Его полностью не откусали. Вот кто, допустим, уломится полностью откусаться, отбиться и иметь политические это наша незабвенная Юлия Владимировна. И она сегодня, конечно, празднует победу. Потому что ей вообще отказали во всех этих самых. Но там и дело было изначально. Она же не строила на кладбищенской земле домики в династии. У нее политические как бы аспекты. Коррупционные нет, Хайсуд доказывают, но это самое. По Березе. Ну, вот это, знаете, у меня два вывода. Вывод один. С зелеными шулерами играть, садиться за стол нельзя. Борислав делал все, чтобы понравиться им. И действия ТСК поддерживал. И силовую мобилизацию толеровал. И всех критиков бусификации осуждал. И поддерживал даже репрессии против оппонентов власти. Это самое. Но Зеленского, как вы правильно говорите, критиковал. Вчера, например, сказал, что у него есть номенклатура того, что хранилось в Вишневом. И так далее. Поэтому плюс у Борислава особые отношения с семьей генерала Залужного. К нему очень прислушивается супруга генерала, которая, говорят, имеет большое влияние на мужа. Вот, поэтому я так понимаю, что это привет, в том числе и Залужному. Передали таким образом. Ну и третье, что вы говорили, там третье у нас этот. Ну, понятно, что третий же аспект Буданов, который Буданов. воюет с Польшей. Буданов, я вам скажу так. У меня впечатление иногда складывается по некоторым высказываниям, что Буданов соревнуется в неадекватности с Зеленским.
такое впечатление, что вот есть такой раскаленный шар неадекватности, да, и они друг другу его перебрасывают, стоят и соревнуются, кто больше об него обожжется. Например, история с Польшей. Зеленский на полном серьезе считает, что конфликт с Польшей принесет ему, поднимет ему рейтинг, потому что он отстаивает типа украинский интерес. Понимаете, вместо того, чтобы закрыть этот исторический вопрос, который все равно надо закрывать, и понятно как, ему предлагали, как это сделать, еще когда не разгорелось, ученые, которые были у него, историки, говорят, давайте создадим общую комиссию, поработаем. Это дело есть с нашей стороны люди, которые совершали преступления военные, с польской есть, ну, стороны. Давайте мы посмотрим на то и на другое, найдем какое-то среднее решение. Он сказал, все, в дупу Польшу, в дупу поляков, Зеленский. Сегодня о конфликте, который обострится, мы слышим от Будана. История с Крымом, возвращением, Ялтой, чаем, кофе, что они там пьют, это уже в баян превратилось. И у меня, честно говоря, в отношении Буданова, Александра, ну вот такое мнение, такое впечатление, что полдня он общается с каким-то консультантом адекватным, а вторую половину дня с неадекватным. И потом информационно выдается порциями. Ну так, тун-тун, как шахматка такая. Читаешь интервью, впечатление, человек прозрел. Прочитал следующий абзац, думаешь, ну какой же упоротый, ну и так далее, и так далее. Да, то, что упоротый, конечно. Давайте еще один момент с вами обсудим, потому что ну, я считаю, что это принципиально важно. Это обсудить. Ну, эта ситуация, прежде всего, та, которая касается ну, вот, непосредственно фронта, да, и непосредственно перспектив фронта. Нам Сырский уже там давал наметки о том, что вот готовится с Беларуси, что-то готовится и так далее. Значит, но то, что и каким это макаром отображается внутри, в тылах, выглядит все чем дальше, тем больше просто жестяково. Только за сегодня 2 случая. Город Кривой Рог, родина, кстати, Зеленского. Ну, я без звука показываю, потому что очень много брани. Понятно, что бедолагу там тащут, женщины бегут вступаться. Ну и, собственно, это там драки прям, понимаете? Драки с этими женщинами, и они отбиваются. Там, даже слышна стрельба была. Кстати, в первом и во втором случае. Вот они там быстро оттолкнули женщин, те потом побежали. Ну и, собственно, там уже все равно. Это, видимо, мать какая-то была, потому что и, в общем, упала на землю в конце концов, да и все. То есть стучала в этот автобус, ну и, в общем, все поехало, все как бы разрешилось. Это вот первый случай. Второй случай тоже похоже. Там ребенок, понимаете, женщины, дети, вот это все. А вот эти они там все в масках, эти криворожские, собственно, вертухаи, в общем, продолжают свое дело. И там тоже была страшная стрельба, видите, женщина хватает, там мужчину отталкивает, прям драка, ну это драка с женщинами, это не то, что там руку даже на женщину поднять, это возле магазина, видите, как магазин «Лотос» в Кривом Роге, вот здесь это происходило, там, конечно, навешали женщины и этому людолову, но понятно. Вот это картинка дня. Вот это картинка дня, да, где женщину прям за горло удушающим приемом хватает ТЦКшник. Да, тоже. Вот этого Трампу не показывают, понимаете? Вот это вот мне больше всего, скажем так, как бы триггерит ни Трампу, никому. Вот покажите это Трампу. Почему не показывают? А то, что... Но есть и позитивные случаи, да, перед тем, как вы прокомментируете, Игорь Владимирович. Ну вот смотрите. Днепр. Вот, пожалуйста. Петрикиевская вода, доставка вода в бутылях.
заканчивают свою работу, объявили в Днепре. Почему? Потому что, объяснение феноменальное, военное положение нынче и работа ТЦК. Понимаете? Вот, все. Край. Но есть позитивные случаи, например, в Виннице вчера. Взяли водителя маршрутки, и все водители маршрутки, все, не вышли сегодня на работу. И что вы думаете? Ну, понятно, что город стал, все, там маршруток нет. Отпустили. Когда все вместе вот так вот надавили. Получается, как бы проблеск надежды, еще какой-то борьбы есть. Но это такие очень разовые проблески. В основном у нас уже женщин лупят вот эти вертухаи. А Федоров показывает нам картинки. Зеленский говорит, у нас есть видео каждого убитого российского солдата. Понимаете, 29 тысяч видео у него есть за июнь. Что-то Федоров, похоже, пора ему на выход. Смотрите, ну Федорова должны были бы вчера парламентарии взять за шкирку и выкинуть по причине того, что то, что произошло в Вишневом, это пряма политическая ответственность Федорова. Он уже достаточное время министр обороны, ему явно докладывали, где, что, как, ну и почем, и тут явная история. Значит, но Зеленский же ждет выводов СБУ и разведки, вы слышали. Но вы подняли очень правильный момент, который мы упустили. Вернее, даже два. Значит, первое. Сопротивление растет. И когда люди объединены, как в случае в Виннице, да, с маршрутчиками, как в случае даже на улицах люди не проходят мимо, тогда есть результат. Как только люди в одиночку или небольшой группой, результата нет. И сопротивление, мне кажется, будет нарастать, и где-то уже я вижу симптомы в Радиевке, если кто помнит, которая стала триггером перед событиями на Майдане, которые переросли в силовые. Не в танцы, пляски, кастрюли на голове и тому подобное, а которые переросли в силовые. Это один аспект. Но есть еще один аспект, который мы упустили в нашем разговоре, очень важный. Зеленский ведь на самом деле поехал в Анкару рассказывать о том, что ситуация переломлена в войне. А на самом деле никакого перелома нету. На самом деле есть продвижение, пускай замедленное, но продвижение российских войск. На самом деле Константиновка пала. И именно поэтому Зеленский отказался вчера от гуманитарного прекращения огня, чтобы обменяться телами, потому что он понимал, что это будет показано подтверждение, что Константиновка пала, а будет показана цена его самодурства и отказа идти на мир на отдельно взятом населенном пункте. Сколько жизней украинцев было отдано там, хотя о мирных переговорах говорили до этого. Понимаете? Вот и все. Ну, это вот показатель. Женщину за горло, солдат погибших не менять, лавру уничтожить. А еще запугивать всех и вся. Мне вчера, так кто только меня не пугал. И чем не пугали из-за этого Вишневого, что я написал правду. Эвакуацию, Это про значит, наконечники урановые. и урановые наконечники, и кассетные бомбы. И эвакуацию начали после того, как я об этом написал, ну, людей. До этого же никто никого не эвакуировал. Но зато, в конце концов, и от имени СБУ угрожали, и от всех, кого только возможно, и этот Лачен написал, что обнулят, и так далее, и так далее.
В этом вся суть Зеленского, диктатора и узурпатора, и всех зеленых гнид, которые его окружают. Вот и все. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Перейдем к вашим вопросам. Вопросов много в режиме Блиц. Постараемся все успеть. Если не успеем, как всегда, YouTube-канал Игоря Мосейчука, он берет эти вопросы с наших эфиров, которые остались. Да, можете и напрямую к нему написать вопрос. Кто стоит за ликвидацией покушавшейся на жизнь Ермолаева? 3% месть со стороны самого Ермолаева, ну или группы его товарищей. 4% спецслужбы третьей страны стоит за этим. Может быть, не прямо они там ликвидировали эту женщину, но потому что очень важно. Международный скандал лютый. 5%. Рука Кремля, к бабке не ходи. Такой вариант. Ну и все-таки в одну калитку 88% это организаторы так заметали следы. Ну, вообще, конечно, очень криво заметали. Ну, неужели... Ну, послушайте, во-первых, как я уже там в начале сказал, вы ликвидируете человека-исполнителя, если это правда, вы ликвидируете человека-исполнителя, который должны были защищать, прятать и давать ему гарантии. Кто к вам теперь будет вообще вестись на ваши какие-то там предложения? Ну, вот эти криминальные, не совсем законные, ужасные, да? Это во-первых. А во-вторых, ну это просто какой-то позорный эпизод спецслужб, да, когда действующий разведчик, Гуровец, говорит, ой, я тут сам, тут я Гуровец, а тут я в криминал вхож, и поэтому сам решил. Ну, короче, какой-то такой позор. Александр, меня радует адекватность наших зрителей. Они понимают, что это организаторы, заказчики. Но я, честно говоря, понимаю, 5% упоротых. Рука Кремля, конечно. А кто кому так выгодно еще подставить? Конечно. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете. Начнем с клуба зрителей «Шелест», сообщества такого закрытого, где зрители общаются, там тоже возможность задать вопрос, видео, аудио, в общем. Уважаемый Игорь Владимирович, Алла пишет, я как уроженка Молдавской ССР протестую против ваших сравнений нашего прекрасного национального блюда мамалыга с украинским парламентом. А теперь вопрос от бывалых бывалым. Лично для вас СССР был в большей степени родиной или империей зла? Ну, смотрите, я народился в СССР, был воспитан в СССР и служил даже в советской армии. Кстати, служил долгое время с вашим соотечественником, представителем молдавского народа, который я уважаю. Для меня СССР на тот момент был родиной. Стал ли он империей зла после развала? Знаете, я и до развала читал книги, которые считались диссидентскими в разные времена Советского Союза. И «Детей Арбата» читал, и Солженицына читал, и украинских авторов Валентина Мороза читал и других, поэтому я прекрасно, ВЛК Лукьяненко, я прекрасно видел Советский Союз с разных сторон. И ну, то, что он был для меня родиной, было, как я же не могу отказаться от своей жизни. Следующий вопрос. Давайте сообщество сюда заглянем. Здесь вопросов так многовастенько. Поехали. По геополитике чемпионата мира. Перешла ли Бельгия красную линию Трампа, спрашивает Петр Скоморохов, и что за этим следует ожидать? Да ничего не следует, ничего не будет. Я думаю, Трамп сделает все, чтобы не заметить даже танца футболистов Бельгии, которые его троллили. Если говорить, ну, вот серьезно, уже на этом этапе чемпионата мира, я отмечу несколько вещей. Ну, во-первых, я
Рад, что США покинула турнир, потому что все-таки спорт есть спорт, и политики, ну, не должно быть там места. Второе, я лично за отсутствием украинской сборной, ну, мы профукали не только футбол, а все, что могли, поэтому за отсутствие украинской сборной я болею за викингов, за норвежцев, и в команде с Англией буду болеть за них, и в Бразилии у меня даже с одним из блогеров спор был, который я выиграл благополучно. Значит, и третье замечание. Я очень хочу, чтобы команда Марокко, которая демонстрирует, кстати, интересный футбол, победила команду Франции. Ну, все-таки ж колонии, они должны показать уровень. Мгм. Игорь Владимирович, вы предлагали решение об установке памятников принимать не на уровне, на уровне местных властей. Я думаю, всем понятно, что памятник, особенно в Украине, это не просто кусок бронзы на постаменте, это своя трактовка истории, это свое видение будущего страны, свое понимание того, как хорошо, что такое плохо, это свой такой язык. Понятно, что памятники в разных концах страны будут разные, и как следствие вышеперечисленные понятия в разных странах тоже будут разные. Так у меня вопрос, что тогда будет объединять условный Запад и Восток Украины жить вместе? Вам не кажется, что такое решение, наоборот, разделит страну окончательно? Ну, я на примерах разных стран Европы видел абсолютно разные. Ну, есть фигуры, которые объединяют страну. Не все фигуры противоставляются друг другу. Это если мы, конечно, хотим жить вместе, а не хотим пожирать друг друга. Вот все. Надо просто принять для себя решение. Вообще исторические споры я предлагал отдать историкам, а церковные споры церковным деятелям, а языковые филологам, а стране заняться развитием, экономикой и жить наконец-то, а не пожирать друг друга. Мгм. Вопрос от Олега. В День независимости США украинские телеканалы на экране расположили плашку с видоизмененным американским флагом. Вместо звезд, символизирующих Штаты, было нечто похожее на флаг ЕС. Игорь Владимирович, учитывая трепетное отношение американцам к своему флагу, как вы считаете, отсутствие реакции на подобный троллинг означает что? Первое. Американцы пока не заметили, проигнорировали. Второе. Пока не доложили Трампу. Третье. До сих пор в действиях Трампа подход «это сукин сын, но наш сукин сын». Ну или четвертый ответ будет позже, но жесткий. Они доложили, думаю. Если кто-то думает, что вся американская политика вращается вокруг Киева, вокруг Зеленского, вокруг Украины, вы глубоко ошибаетесь. Мы где-то там, вот где-то там. Мы даже не в центре стола. Вот когда Трамп разговаривает с Путиным о глобальных вещах, то в первую очередь это касается Европы, стран европейских, где при власти глобалисты, которые являются и для одного, и для другого неприемлемыми. С разных причин, но неприемлемыми. А мы где-то вот в стороне, и я вам скажу еще один момент, меня больше возмутило другое. Меня возмутил Зеленский и те, кто принял решение укутать родину-мать в цвета американского флага. Если бы цвета американского флага были на костеле Святого Николая, если бы цвета американского флага были на каком-то мосте, на каком-то архитектурном здании, да. Но если вы данную скульптурную композицию называете «Родина-мать», то укутывать его в цвета не своего национального флага – это признавать свою другорядність, меншовартість, як українською говорять, и вообще свой колониальный статус в данном случае.
Вот то, что Да уж, ну, картинка, я увидел. да, картинка так себе была. Алексей, добрый день, Александр Игорь Владимирович. Судя по картинке из Анкары, ну, о каком мире может идти речь, если человек вошел в образ вершителя судеб? Вопрос такой. В последнее время в интернете разгоняют тему о негласном обращении Зеленского к Ахметову, чтобы тот увеличил поддержки российских оппозиционных медиа. Поделитесь информацией, если она у вас есть. Об этом спасибо, с уважением. У меня нет информации, которая этого касается. Я наблюдаю за несколькими проектами, к которым имеют отношение политтехнологи Рената Леонидовича. Ну, они неудачны, как по мне. Это Гераскевич, это шлемоносец. Это этот Усик, которого как медведя тягали там по Белому дому. Вот. Ну, пока я не вижу больших вот перспектив в этом всем. Что касается оппозиционных российских деятелей, ну, некоторые из них и так находились в поддержке медиа программы Ахметова, но они работали на украинскую аудиторию, а не на русскую, ну, в середине России. Да, значит, Владимир, цвета небо, цвета неба политик Девятов огласил, что планировщики из Лондон-Сити, это хасиды и каббалисты, решили, Путин будет президентом до 30-го года. Шабанов огласил, что скоро Путина на посту сменит генерал-полковник Дюмин, и тогда тот захватит Одессу, после чего поведет Россию воевать с Германией. Прокомментируйте, пожалуйста, эти заявления. Смотрите, ну, может, люди там видят сквозь эти самые десятилетия, сквозь там многие какие-то вещи, может, это самое, я буду приземленным. Я скажу очень просто. По состоянию на сегодня ни Путин, ни Зеленский от власти отказываться не планируют, уходить не планируют, складывать полномочия не планируют. И останавливать войну, к сожалению, не планируют. На сегодняшний момент самым заинтересованным в прекращении войны в Украине является украинский народ. И мы сегодня говорили о сопротивлении бандитизму ТЦК. Если сопротивление этой власти будет расти, или власть совершит какую-то триггерную ошибку а-ля Врадиевка, ну то, о чем мы говорили, то ситуация может измениться в корне. Если нет, я, к сожалению, прогнозирую очень плохой сценарий для своего народа. И он осуществляется, потому что, давайте скажем честно, 22 год войну можно было остановить, вернув даже Донбасс, Донеччину и родную Александру Луганщину на правах автономии. Есть масса стран, в которых есть федеральные земли. Ничего страшного от этого не случилось. Ничего, земля небо не упало на землю. Отказались. Потом был момент, когда шел разговор, что только Донбасс теряем. Отказались. Сейчас нам уже выкатили Новороссию, которую каждый трактует по-своему. А потом о новой линии безопасности заговорил Путин, а потом ее очертил Медведев. Все смеются с Медведева, а я говорю то, что у Путина на уме, у Медведева на языке. А очертил он очень плохую перспективу. Сумы, Харьков, Днепропетровская область. Поэтому тут решать надо нам, нашему народу. Нам надо мир, мы должны за него бороться. Вот он нам надо, украинцам, а не кому-то другому.
Так, Сергей интересуется, закончился ли ваш наезд, на вас наезд АПшных ботов, отбились или нет? Да, ну, послушайте, они пермоментно прибегают каждый день, как только я что-то где-то выскажусь, еще что-то. Я ж не зря носорогов собираю, и не зря это самое. У меня шкура политически, как у носорога, поэтому хай нападают. Мгм. Трусы вспоминают постоянно. Да, трусы это, да, это прям наша это надбання Да, но не на голове искусственного. оказались у Зеленского, Да, поэтому... искусственного интеллекта. Здравствуйте, Василий Одесса. Пан Масейчук, вы являетесь одним из самых ярых радикалов Украины, член УНСО, член радикальной партии Ляшко, засветились в партии «Свобода», были организатором Азова. Даже есть факты того, что вы, пользуясь тем, что имея знакомство с многими политиками, занимались решением некоторых вопросов. И на Майдане себя проявили сполна. Вопрос. Вы ныне критикуете нынешнюю власть. Скажите, пожалуйста, а чем вы лучше представители этой власти? Не ваша ли радикалов политика привела к тому, что Россия и Украина сейчас враждуют? И не ваша ли радикалов политика посредством Майдана привела к власти кровавую хунту? Вы что, сегодня осознали все ошибки или просто затихарились с надеждой реванша? Спасибо за ответ, мира и добра вам. Значит, разделю ответ на три части. Коротких, но три части. Первое. Я бы хотел, чтобы кто-либо показал мне, когда и в какой период я был членом партии «Свобода». Это раз. Второй момент. Я хотел бы, чтобы кто-то показал мне, что я находился хоть один день на Майдане. Вы не нарративы там повторяйте, те, кто вам пишут их, в том числе с офиса президента Украины Зеленского, а этот самый, биографию читайте. Я не был на Майдане, к сожалению, ни одного дня. Возможно, если бы был, то все бы окончилось, ну, чуть по-другому. Вот, Для кого? поэтому... Ну, вообще по-другому, потому что ситуация, которая пошла вот таким образом, когда национал-предатели захватили власть, Александр, ну, это... Во-вторых, я не был при власти никогда. Я выступал против тех, кто стоял на сцене Майдана практически все время, критиковал их и так далее. Что касается моей радикальной позиции, такая она была нормальной всегда. Я не боролся с русским языком, например, даже когда отстаивал украинский. Потому что отстаивание украинского, в моем понимании, не означает вычеркивание русского. Понимаете? Ну, это как-то почему-то одни это начали навязывать, а вторые принимать. Но это абсолютно чепуха. Ну так это же, ну, послушайте, это же нормальная практика человеческая. Если ты не можешь превзойти человека, с которым там, да, ты должен опустить его, втоптать в грязь на уровень ниже. Ну, то Ну, есть, одно ж не исключает второе. Поэтому о радикализме. Ну, были ли у меня политические ошибки? Были. Одну я постоянно признаю и считаю самой большой – это голосование за внесение изменений в Конституцию в части стремления в НАТО. Вот это я считаю политической ошибкой. Все остальное я готов разговаривать, дискутировать. Вообще, друзья, скажу так, разные взгляды, разные мнения – это супер, потому что тогда рождается истина. Вот Зеленский всех хочет свой зеленый цвет покрасить. даже Борислава Березу. Да, а вы хавайте и не обляпайтесь. Это... Зеленский покрасил березу. Да, может. Давайте еще несколько вопросов из чата трансляции. Вот такие. Если Зеленский не хочет забирать погибших героев, это значит, что погибших нет или героев нет? Это значит, что тот, кто отказывается предать земле погибших воинов, подонок.
Высшей меры. Я бы сказал, что он против Бога, так это и так известно. Ну, то есть, Вова Кладбищенский, вот и... Да, спрашивают, чем, как вы думаете, какими итогами сможет похвастаться Зеленский от саммита НАТО? Ну, опять нам будут рассказывать о том, как его поддерживает Трамп, какой он потушный, и что нам опять все дадут, и что нам надо продолжать бороться, воевать и так далее. С миром он точно не приедет. Все вот эти танцы с бубнами, бубенчиками вокруг голубя мира, это больше на публику. И больше потом будет использоваться как платформа анти-Трамп-2, тем более к выборам осталось промежуточным в США довольно немного времени. Вопрос Игорю. По Монако. Как вы думаете, предполагаемая исполнительница могла ли думать, что в рюкзаке что-то другое, не взрывчатка, и, узнав о взрыве, Не, запаниковала отсюда такой сумбур? она все знала, она дала показания, да, она валила на их, и поэтому они ее забрали, вывезли, все. То, что в лохах оказалась полиция французская, ну, знаете, французы один раз на Москву шли, пока пришли, Москву сожгли. Вопрос, Игорь Владимирович, не кажется ли вам, что пантеон Зеленского это скорее понты он? И как эти понты будут оценивать соседи-поляки? Уже там называют нас малопольшей. Смотрите, по поводу пантеона. Это должно принимать украинский народ, а не Зеленский, парламент, еще кто-то. Украинский народ. Это раз. Надо вырабатывать какую-то систему. И это сейчас, вот как модно говорить, не на часе, так точно. Ну, в этот момент. Это раз. Второе. Там по закону должны быть похоронены все президенты Украины. Я дико извиняюсь, но я не хочу, чтобы там некоторые личности, которые занимали этот пост, были похоронены. Одни журналистов заказывали, другие там больше 1,5 миллиона в гроб положили, хотя могли войны избежать и так далее. Ну, А, Саша, спросите про Буданова, не подставляют ли его перед выборами? знаете, сегодня такая версия рассматривалась. Но когда я узнал, что дама дала показания, ее вывезли, и, ну, то есть это вообще уже не играет роли. Это скорость, с которой все это происходило, то, на что Александр, ну, очень правильно обратил внимание. Обрубание хвостов. А был в курсе Буданов, не был, это уже следствие после падения режима покажет. Вот такой вопрос. Значит, Уральск, Казахстан, Владимир. Сегодня МОК отменил санкции против российских спортсменов. Не кажется ли вам, что это подсказка, что украинский конфликт идет к завершению? Что скажете? Спасибо. Это подсказка к тому, что все устали от войны. Ну, это не подсказка к тому, что конфликт идет к завершению. Это раз. Во-вторых, в многих спортивных федерациях и организациях наметился перелом. На фоне чего поступок Гераскевича на Олимпиаде выглядит, ну, по крайней мере, очень дебильно. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали в нашем эфире. Был там сбой, видели, да, ну ничего страшного, видите, как мы все равно пообщались. Если какие-то вопросы остались, обязательно на канал Мосейчука и Телеграм, и Ютуб. Милости просим. Игорь Владимирович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо уважаемым зрителям. Друзья, поддержите канал Александра Шелеста лайком, репостом, комментарием. Обязательно подпиской. Если есть возможность, донатом. И будет вам счастье, и будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Берегите